I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Одно из самых жутких и громких нераскрытых убийств в истории Германии произошло в 1922 году на отдаленной ферме в Баварии, известной как Хинтеркайфек. Эта ферма принадлежала семье Грубер, состоящей из 63-летнего фермера Андреаса, его жены 72-летней Цесилии, их овдовевшей 35-летней дочери Виктории и двоих ее детей – 7-летней Цесилии и 2-летнего Йозефа. В доме Грубер также проживала горничная по имени Мария Баумгартнер. В апреле 1922 года все члены семьи были найдены зверски убитыми при загадочных обстоятельствах. Это дело, где замешан инцест, таинственные незнакомцы, присматривающие за животными убийца и экстрасенсы. Спустя столетия это загадочное преступление остается нераскрытым. Ферма в Хинтеркайфеке была построена примерно в 1863 году. Это место представляет собой небольшую усадьбу, которую окружают густые леса. Она расположена между двумя баварскими городами примерно в 70 километрах к северу от Мюнхена. Семья не пользовалась уважением среди соседей. Репутация у Груберов была скандальной. Викторию и Андреаса, дочь и отца, обвинили в кровосмесительных отношениях в 1915 году и в конечном итоге признали виновными. В результате этой противоестественной связи на свет появился Йозеф. Поскольку в тех местах инцест считался преступлением, Андреаса приговорили к году тюремного заключения, а Викторию – к месяцу. Из-за своего темного прошлого семья вела затворнический образ жизни, и в городе регулярно видели только Викторию и ее дочь Цесилию. Именно поэтому, когда в апреле семья не появлялась на улице несколько дней, никто не подумал, что на ферме произошло что-то плохое. Странные происшествия. В сентябре 1921 года горничная, которая служила на ферме, внезапно уволилась. Женщина объясняла свое решение тем, что на ферме обитают привидения, и она больше не может жить там без страха. Горничная рассказывала о шагах и других странных звуках, доносившихся с нежилого чердака посреди ночи. Также она сообщала, что дверь открывалась сама по себе каждую полночь. После ее ухода Андреас сказал нескольким своим соседям, что не верит ее заявлениям, но всего пару месяцев спустя он и сам стал слышать странные звуки. Хозяин фермы пытался найти источник шума, но ничего сверхъестественного он не обнаружил. В конце марта 1922 года на усадьбу обрушилась метель. Когда землю покрыл тонкий слой снега, Андреас сделал пугающее открытие. Он нашел следы, ведущие из леса в сарай. Обратных следов нигде видно не было. Замок на дверях сломался еще несколько недель назад, но фермер и не думал, что кто-то может проникнуть внутрь, потому так и не заменил его. Оказалось, что кто-то использовал постройку в качестве укрытия. Мужчина осмотрел сам сарай, другие части фермы и дом, но никого не нашел. Спустя несколько недель Андреас обнаружил в доме газету, которую никто из членов семьи не покупал. Позже соседи вспоминали, что Груберы говорили о том, что один из комплектов ключей от дома пропал, а также, что кто-то из членов семьи несколько раз видел незнакомца, мужчину с усами, который бродил по окраине фермы. 7-летняя Цесилия рассказывает однокласснице, что ее мать Виктория уходила с фермы накануне убийств из-за серьезной ссоры с отцом, но ее нашли в лесу несколько часов спустя и привели обратно. Днем в пятницу 31 марта 1922 года на ферму прибыла новая горничная, 44-летняя Мария Баумгартнер. Сестра Марии проводила ее и покинула ферму после недолгого пребывания в ней. Она была последним человеком, который видел всех обитателей Хинтеркайфека живыми.
кроме убийцы. 1 апреля дочь Виктории, Цесилия, не пошла в школу, а все семейство не появилось в церкви на воскресном богослужении, которое они никогда не пропускали. В тот же день на ферму приехали торговцы кофе Ганс и Эдуард Шировские. Они долго стучались и в дверь, и в окна фермы, но никто им так и не открыл. Мужчины решили обойти всю территорию Хинтеркайфека, но не встретили ни одного человека. Однако они заметили одну деталь. Ворота сарая были настежь открыты. Ганс и Эдуард не стали заглядывать внутрь и уехали. В тот же вечер ремесленник Мишель Плоколь видел дым, идущий из трубы дома Груберов. Когда он приезжал мимо, то почувствовал, что дым имеет отвратительный запах. Но Мишель не придал этому особого значения. Спустя несколько секунд Плоколь видел некого мужчину с фонарем в руке. Какое-то время он бродил на участке фермы, но постепенно стал приближаться к нему. Ремесленник почувствовал нарастающий страх и поспешил уехать. Следующим вечером фермер и мясник Саймон Рейбландер увидел на опушке леса двух незнакомцев. Они резко отвернулись, когда он проходил мимо них. 3 апреля у местных жителей стали возникать подозрения о том, что с семьей Груберов происходит что-то неладное. Почтальон доставил почту и заметил, что субботние письма лежали на том же месте, где он их и оставил. Также на ферму прибыл Альберт Хофнер, чтобы починить двигатель в машинном отделении фермы. Из членов семьи он никого не обнаружил, однако заметил, что двери сарая заперты, и услышал, как внутри лает собака. Поначалу Альберт не придал большого значения этим деталям, поскольку машинное отделение было открыто. Через час напрасного ожидания хозяев он направился внутрь, чтобы починить двигатель. 4,5 часа спустя его работа была завершена. Альберт начал выходить из фермы, но заметил, что дверь сарая открыта, а собака привязана снаружи. Однако во время работы он не слышал, чтобы кто-то ходил или разговаривал на улице. Вернувшись в город, Альберт поделился увиденным с фермером Лоренсом Шлиттенбауэром, который ранее имел отношение с овдовевшей Викторией. Обеспокоенный Лоренс решил отправиться в Хинтеркайфек с 2 своими друзьями. То, что они впоследствии увидели внутри, вероятно, преследовало их до конца дней. На ферме 3 мужчин обнаружили, что все двери заперты и никаких следов присутствия кого-либо внутри не было. Заметив, что дверь сарая приоткрыта, они прошли туда и увидели тела Андреаса, его жены, дочери и внучки. Они были сложены друг на друга и засыпаны сеном. Лоренс подбежал к телам, стаскивая их друг с друга, чтобы проверить, есть ли среди них те, кто подавал признаки жизни. Оказалось, что все были мертвы, однако маленького Йозефа среди них не было. Мужчина побежал в дом через коридор и продолжил поиски. Мальчика он нашел в колыбели. Тот тоже был мертв. В одной из комнат Лоренс увидел тело Марии, новой горничной. Расследование. Через несколько часов на ферму для расследования прибыл инспектор Георг Рейнгрубер из департамента полиции Мюнхена. Ему пришлось преодолеть 45 миль, чтобы попасть на место преступления. В маленьком городке шокирующая новость о массовом убийстве очень быстро распространилась, намного быстрее, чем приехала полиция. Поэтому до того, как инспектор увидел ферму и тела, на месте преступления побывали десятки горожан, которые уничтожили возможные улики. Некоторые даже готовили еду и ели на ферме, пока ждали прибытия властей. Полицией была выдвинута версия, что убийца поочередно каким-то образом заманивал членов семьи в сарай, где расправлялся с ними. Затем он прошел в дом, чтобы убить сперва Марию, а затем маленького Йозефа. Отчеты о вскрытиях тел, проведенные доктором Иоганном Баптистом Аумюллером, рисуют ужасающую картину гибели Груберов. У 72-летней Цесилии были обнаружены следы удушения. Ее 7 раз ударили по голове киркой, в результате чего череп был проломлен. Лицо ее супруга было залито кровью, скуловая кость торчала из разорванной плоти. В медицинском отчете фигурировало слово «измельченное» при описании состояния лица. Череп Виктории также был проломлен, на ее голове было 9 ран звездообразной формы, а правая сторона лица повреждена тупым предметом. Нижняя челюсть младшей Цесилии была раздроблена, а лицо и шея покрыты порезами. Было установлено, что взрослые, скорее всего, умерли мгновенно от умело нанесенных мотыгой ударов, а дочь Виктории, вероятно, оставалась жива в течение нескольких часов после нападения. По всей видимости, из-за страха и шока Цесилия вырывала себе волосы, клочья которых были зажаты в маленьких кулачках. Горничная Мария была убита ударами по голове в своей комнате, а Йозеф – тяжелым ударом по лицу. Их тела убийца накрыл, на труп Марии набросил простыни,
а Йозефа спрятал под одним из платьев Виктории. Сельскохозяйственные животные, находившиеся на ферме, и померанский шпиц остались невредимыми. Коровы были подоены. Очевидно, убийца заботился о них и кормил в течение тех нескольких дней, что прошли между убийством и обнаружением тел. Он съел весь запас хлеба и, судя по всему, совсем недавно нарезал мясо. Первые подозреваемые. После допроса Альберта, который указал на тот факт, что во время его работы собаку привязали на улице, полицейские поняли, что убийца находился на ферме практически до момента обнаружения тел, а возможно и позже оставался там. Жестокий характер убийств свидетельствовал о том, что преступник был знаком с одним или несколькими членами семьи и затаил на них обиду. Также полиция пришла к выводу, что этот человек точно имеет опыт сельскохозяйственных работ, так как в течение нескольких дней он успешно справлялся с хозяйством. Полиция допросила бывшую горничную, Кренценс Ригер, ту самую, что уволилась незадолго до убийств, опасаясь привидений. Женщина сказала, что постоянно испытывала тревожные ощущения, будто за ней наблюдают, когда она находилась на ферме. Первым подозреваемым в деле стал Йозеф Талер. Горничная Ригер рассказала, что он посещал ферму примерно за год до убийств. Талер и его брат были известными в районе ворами, которые совершили несколько мелких краж со взломом. Однажды Йозеф постучал в окно горничной, и она спросила, чего он хочет. Тот намекнул, что планирует ограбить ферму, и поинтересовался у нее, знает ли она, в каких комнатах спит семья. Кренценс отказалась отвечать на эти вопросы. Пока горничная говорила с Талером, она заметила, что в кустах позади него кто-то ходит. Однако мужчина утверждал, что пришел один. При этом после разговора Талер ушел с неким мужчиной. Женщина посчитала, что это был его брат. Однажды женщина видела, как двое мужчин стоят у сарая и смотрят на крышу. Еще Ригер вспомнила, что как-то хозяин фермы нашел двух братьев, прятавшихся в сарае, и прогнал со своей территории, стреляя в них из винтовки. Версия, что убийцей был Талер, один или с братом, после допроса горничной казалась убедительной. Однако полиция нашла на ферме золото, драгоценности и крупные суммы денег. Кто бы ни убил семью, он сделал это не ради наживы. Адольф и Антон Гамп. Через несколько дней после убийств инспектор Рейнгрубер заподозрил в причастности к убийствам человека по имени Адольф Гамп. По слухам, он состоял в отношениях с Викторией. Ранее Адольфа и еще 3 людей подозревали в убийстве 9 крестьян в 1921 году. К сожалению, найти Гампа и допросить его полиция не смогла. Только через 30 лет, в 1951 году, сестра Адольфа, Кресентия Майер, исповедалась на смертном одре и призналась, что 2 ее брата, Адольф и Антон, были убийцами Груберов. После этого ее признания прокурор Андреас Поп заключил Антона под стражу. Адольф умер в 1944 году, во время Второй мировой войны. Без дополнительных доказательств причастности к убийству и с учетом заявлений Антона Гампа о своей невиновности, он был освобожден, а дело против него было прекращено в 1954 году. Карл Габриэль. Следующим подозреваемым, попавшим во внимание полиции, был Карл Габриэль, муж Виктории. Считалось, что он был убит во Франции в декабре 1914 года во время Первой мировой войны. Однако ходили слухи, что его тело так и не было найдено, и потому возникла эта странная теория. Поскольку найти убийцу Груберов так и не удавалось, многие считали, что Карл не погиб на войне, а вернулся на ферму, где узнал о сыне Виктории и о том, что она была осуждена за кровосмесительную связь с отцом. Разгневанный мужчина якобы выместил свою ярость на семье жены. Многие люди в последующие годы утверждали, что видели человека, похожего на Карла Габриэля во время и после убийств. Эти слухи дошли до полиции, а инспектор поверил в них. Довольно быстро, после бесед с однополчанами Габриэля, власти удостоверились, что мужчина действительно был мертв. Его бездыханное тело после обстрела 29 декабря 1914 года видели несколько солдат. Андреас Грубер. Ходили слухи, что у Андреаса были и другие дети от его жены, но выжила только Виктория. Все остальные не перенесли побоев и умерли. Некоторые предполагали, что Андреас сам убил всех своих домочадцев, а затем совершил самоубийство. Склонность мужчины к инцесту и его жестокое обращение со своей семьей часто обсуждали жители соседнего города. Однако позже версия, что с семьей расправился сам Андреас или кто-то другой из Груберов, была опровергнута, так как ни одно из повреждений на телах не соответствовало такой теории. Братья Бихлер и Георг Зигль. Ригер, бывшая горничная, также называла в качестве подозреваемых Антона и Карла Бихлеров.
Антон помогал собирать урожай картофеля на ферме и неплохо ориентировался на территории Хинтеркайфека. По словам горничной, мужчина часто обсуждал с ней Груберов. Однажды Антон сказал, что вся семья должна быть мертва. На протяжении всего допроса женщина не раз подчеркивала, что фермерская собака, которая рычала буквально на всех, никогда не лаяла на Антона. Она считала, что Георг Зигль, который работал на ферме и знал о достатке семьи, мог помочь братьям совершить преступление. Утверждалось, что Зигль незаконно проник в дом в ноябре 1920 года и забрал несколько вещей, однако сам он это отрицал. Роберт Мюллер. В своей книге «Парень из поезда» автор Билл Джеймс предполагает, что человек по имени Пол Мюллер мог быть связан с убийством на ферме. Джеймс считает, что Мюллер убил еще десятки людей, основываясь на исследованиях архивных американских газет. Мюллер был единственным подозреваемым в убийстве семьи из Массачусетса в 1897 году. Убийство всей семьи, использование тупого края кирки в качестве оружия и то, что преступник в обоих случаях не забрал деньги из дома. Это те сходства между преступлениями в США и на ферме Хинтеркайфек, которые позволяли Джеймсу сделать выводы, что к преступлениям причастен Мюллер. Писатель полагает, что после того, как СМИ выявили закономерность между чередой убийств в Колорадо, Канзасе и других штатах, Мюллер вернулся на родину и продолжил свой преступный путь в Германии. Ясновидящие. В книге «Хинтеркайфек. Следы загадочного преступления» автор Питер Лойшнер указывает, что после вскрытия тела семьи и горничной были обезглавлены. Головы отправили в Мюнхен, где их показали экстрасенсам, чтобы узнать ценную информацию о преступнике или преступниках. Результатов это не принесло, но по какой-то причине головы так и остались в Мюнхене. Впоследствии черепа были потеряны во время Второй мировой войны. Семья была захоронена без них. Лоренц Шлиттенбауэр. Лоренц Шлиттенбауэр был человеком, который обнаружил тела, и у него была связь с Викторией, что и сделало его подозреваемым. Его первоначальная реакция, перемещение тел на месте преступления, бегство в дом в одиночестве, показались многим подозрительными. Судебно-медицинская экспертиза 100 лет назад была развита намного хуже, чем сейчас, но уже тогда люди понимали, что прикасаться к телам или передвигать их не следует. Свидетели заявили, что реакция мужчины при обнаружении тел не показалась им нормальной. Он был совершенно спокоен, не высказывал отвращения или ужаса при виде окровавленных трупов. Также сообщалось, что у Лоренца был ключ от дома, и многие вспомнили о том, как Андреас жаловался на пропажу одного из них. На допросе в полиции Лоренц объяснил отсутствие эмоций шоком, а перемещение тел попыткой найти Йозефа. Он признался, что сплетни, будто он отец мальчика, правдивы, и он просто пытался найти своего сына. Полиция обнаружила записи о том, что Виктория пыталась добиться взыскания с Лоренца алиментов через суд. Предполагалось, что женщине это удалось, а Шлиттенбауэр совершил убийство, чтобы не платить. Мужчина и так испытывал финансовые проблемы, и у него была своя семья на содержании. Несколько свидетелей заявили, что видели, как Виктория и Лоренц спорили о выплатах и отцовстве Йозефа в день убийства. Нашлись люди, которые слышали, как он называл Йозефа «мой мальчик». Другие утверждали, что Лоренц не верил, что он отец Йозефа, и признался в своем родстве с мальчиком только чтобы претендовать на возможное наследство. Шлиттенбауэр на протяжении многих лет вызывал у соседей подозрения из-за своих своеобразных комментариев. Он говорил о некоторых вещах, которые мог знать только убийца. Так Ханс Иблагер, местный учитель, нашел Лоренца во время осмотра руин разрушенной фермы в 1925 году. Они разговорились, и Шлиттенбауэр сказал интересную фразу: «Преступник не смог похоронить трупы семьи в сарае во время убийства из-за того, что земля была замерзшей». При отсутствии серьезных доказательств полиция не смогла арестовать Лоренца. Мужчина судился с теми, кто обвинял его в убийствах, и выигрывал каждое дело о клевете, вплоть до своей смерти в 1941 году. Андреас С. и Карл С. Женщина по имени Тереза указала в письме 1971 года на интересную зацепку. Однажды, когда ей было 12 лет, ее мать навестила братьев Карла и Андреаса С. Мать заявила, что они имели отношение к убийствам на ферме, и добавила: Андреас был огорчен тем, что потерял там перочинный ножик. Карманный нож был обнаружен во время сноса фермы в 1923 году, однако владельца установить так и не удалось. Питер Вебер. Йозеф Бетц
назвал Питера Вебера потенциальным подозреваемым. Они жили в одной комнате, работая чернорабочими, зимой 1919-1920 годов. Бетц утверждает, что Вебер упоминал ферму Хинтеркайфек. Веберу было интересно, что там проживает только одна пожилая пара с дочерью и 2 детьми. На слушаниях Бетц заявил, что его сосед по комнате предложил убить пожилого мужчину, чтобы получить деньги семьи, но прекратил обсуждать эту тему после того, как Бетц не поддержал его идею. Другие версии. В середине мая 1927 года поздней ночью одного жителя Вайтхофена остановил незнакомец. Он стал расспрашивать о преступлении, а затем закричал, что он и есть тот самый убийца, а после убежал в лес. Найти его правоохранительным органам не удалось. В 1999 году пожилая женщина обратилась к властям, заявив, что ее бывший домовладелец признался, что располагал информацией об убийствах в Хинтеркайфеке. Полиция расследовала эту наводку и узнала, что домовладельца уже давно нет в живых. В общей сложности полиция заподозрила примерно 100 лиц, однако никто так и не был арестован или обвинен в совершении преступлений. Дело было закрыто в 1955 году, но допросы по нему продолжались вплоть до 1986 года, пока главный следователь Конрад Мюллер не ушел в отставку, так и не приблизившись к ответу. В 2007 году группа студентов полицейской академии Фюрстенфельдбрука в Германии расследовала преступление с помощью современной криминалистики. Хотя они заявили, что спустя столько времени раскрыть убийство будет невозможно, они все же нашли наиболее вероятного подозреваемого, однако они отказались называть его имя из уважения к его потомкам. Дело осталось в памяти многих поколений и до сих пор потрясает жестокостью и хладнокровностью убийцы, который провел несколько холодных апрельских ночей на уединенной ферме наедине с мертвыми телами, ухаживая за животными. Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, кто мог совершить преступление? Для чего он оставался там столько дней после убийств? Мог ли преступник жить на чердаке, и его ли шаги слышала бывшая горничная? Свои ответы пишите в комментариях.